Льюис Кэрролл. Алиса в стране чудес. Билл в дымоходной трубе. Но это была не мышка, а белый кролик. Он тихо шел назад и тревожно осматривался по сторонам, как будто потерял что-то. И Алиса услыхала, как он пробормотал про себя. «Что же скажет герцогиня? Ах вы мои лапки, мои золотые! Ах, мои усики и бедная моя шкурка! Она велит меня казнить! Это так же верно, как то, что хорек-хорек! И где это я мог потерять их?» Алиса сразу же догадалась, что кролик ищет свои лайковые перчатки и веер. Чтобы помочь ему, она тоже стала искать их. Но их не было нигде. Все изменилось и стало другим с тех пор, как она упала в пруд. Даже низкая и длинная комната со стеклянным столиком и маленькой дверью куда-то исчезла. Увидав Алису, кролик сердито крикнул ей: «Что ты тут делаешь, Мэри Энн? Беги сию же минуту домой и принеси мне веер и пару перчаток. Живо!» Алиса до того перепугалась, что тотчас же побежала в сторону, куда показывал кролик, даже не объяснив ему, что он ошибся. «Он принял меня за свою горничную?» – думала она. «Как он удивится, когда узнает, что это я? Постараюсь принести ему веер и перчатки, если только найду их». Только что подумала это Алиса, как увидала хорошенький маленький домик с блестящей медной табличкой на двери, на которой было изящно выгравировано: «Кролик белый». Алиса вбежала в домик, не постучавшись, и бросилась вверх по лестнице. Она ужасно боялась, что встретится с настоящей Мэри Энн, и та прогонит ее из дому прежде, чем она найдет веер и перчатки. «Как странно, что мне приходится исполнять поручение кролика», — сказала Алиса. «Пожалуй, потом я и у Дины буду служить на посылках». И Алиса представила себе, как это будет. «Мисс Алиса», — скажет няня, — «идите скорее одеваться, пора идти гулять». «Я сейчас не могу, няня», — ответила она сама. «Дина велела мне сидеть до ее прихода около вот этой щелочки и сторожить мышку. Дине нужно знать, выходила ли она оттуда. Только если Дина вздумает так распоряжаться, — сказала Алиса, — то ее, наверное, не станут держать в доме». С этими словами Алиса вошла в маленькую чистенькую комнату. Около окна стоял стол, а на нем лежал веер и 2-3 пары белых лайковых перчаток. Алиса схватила одну пару и веер и уже хотела уходить, как вдруг увидела пузырек, стоявший около зеркала. На нем не было ярлыка с надписью «Выпей это», но Алиса все-таки вынула пробку и приложила пузырек к губам. «Когда я пью или ем здесь, — подумала она, — всегда случается что-нибудь необыкновенное. Посмотрю, что будет, если я выпью из этого пузырька. Хорошо, если бы я стала немножечко побольше. Мне уже надоело быть такой крошкой». Она действительно стала больше и гораздо скорее, чем ожидала. Не успела она выпить и половины пузырька, как почувствовала, что голова ее подпирает потолок. Испугавшись, что у нее сломается шея, Алиса поскорее поставила пузырек на место. «Довольно», — сказала она. «Надеюсь, что я не сделаюсь еще больше. Я и теперь буду не в состоянии выйти из домика. Ах, зачем я выпила так много?» Но этого уже нельзя было поправить, и Алиса все еще не перестала расти. Скоро ей пришлось встать на колени, потом сесть и, наконец, полулежа упереться локтем в дверь. Однако и после этого она продолжала становиться все больше и больше. В конце концов, она вынуждена была просунуть одну руку в открытое окно, а одну ногу положить на камин.
Но кроме этого, я уже ничего сделать не могу, если стану еще больше, сказала она. Что-то со мной будет. К счастью для Алисы, волшебная бутылочка произвела на нее уже все свое действие, и она, наконец, перестала расти. Но в любом случае она попала в большую беду. Не видя никакой возможности выйти из домика, она почувствовала себя несчастной, чему нельзя было удивляться. «Дома было гораздо лучше», — думала бедная девочка. «Там я не делалась ни больше, ни меньше, и кролики и мыши не распоряжались мною. Очень жаль, что я прыгнула в кроличью норку, а между тем все же очень интересно пожить такой жизнью. Когда я читала волшебные сказки, мне казалось, что таких необыкновенных вещей никогда не бывает. А теперь такие же необыкновенные вещи случились и со мной. Нужно было бы написать книжку про меня. Когда я вырасту, то напишу. Впрочем, я уже выросла», — грустно прибавила она. «Делаться еще больше мне нельзя, по крайней мере здесь». «Буду ли я становиться старше или нет?» — продолжала думать Алиса. «Хорошо, если я никогда не сделаюсь старухой, но зато мне всегда придется учить уроки. Нет, это было бы очень неприятно». «Какая ты глупая, Алиса!» — вдруг воскликнула она. «Ну разве можно учиться здесь? Тут даже и для тебя-то едва хватает места, а учебники совсем некуда положить». Еще некоторое время продолжала Алиса разговаривать сама с собой, как вдруг около дома послышался голос кролика. Она стала прислушиваться. Мэриэн! Мэриэн! — кричал кролик. Принеси мне перчатки, сию же минуту! Потом легкие шаги стали подниматься по лестнице наверх. Испугавшись, что кролик войдет и увидит ее, Алиса задрожала так, что затрясся дом. Она совсем забыла, что стала теперь чуть не в 1000 раз больше кролика, и потому ей нечего бояться его. Между тем, кролик взошел на лестницу и попробовал отворить дверь. Но так как она отпиралась вовнутрь, и в нее упирался локоть Алисы, то это, конечно, не удалось ему. «Обойду кругом», — сказал он, — «и влезу в окно». «Ну нет, этого не будет», — подумала Алиса. Она стала прислушиваться, и когда услыхала, что кролик подошел к окну, высунула из него руку, а потом быстро сжала пальцы в кулак, как будто хотела схватить что-то. Она, конечно, ничего не поймала, но услыхала слабый и жалобный визг и звон разбитого стекла. Должно быть, кролик упал на парниковую раму или на что-нибудь в этом роде и разбил стекло, подумала она. «Пэт! Пэт!» Через минуту сердито закричал кролик. «Где ты там?» «Я здесь, сударь!» — ответил какой-то незнакомый голос. «Я рою ямку для яблок». «Роешь ямку?» — все так же сердито проговорил кролик. «Поди-ка сюда, да помоги мне!» Послышалась какая-то возня, и снова зазвенели разбитые стекла. «А теперь скажи мне, Пэт, что это такое в окне?» «Конечно, рука, сударь». «Рука? Дубина ты, дубина! А ты видал когда-нибудь руки такой величины? Ведь она заняла все окно!» «Видать, не видал, сударь. Но это все-таки рука». «Но ей тут совсем не место! Ступай и убей ее!» Затем наступило продолжительное молчание, и только изредка слышался шепот. «Нет, я не могу, сударь, не могу». «А я говорю, ты должен сделать это! Трус ты эдакий!» Алиса опять протянула руку с таким движением, точно она хватает за воздух. И на этот раз послышались 2 визга и сильный треск разбитого стекла. «Сколько у них там парниковых рам?» — подумала Алиса. «Интересно, что дальше будет? Мне бы очень хотелось, чтобы им удалось вытащить меня отсюда», — подумала Алиса.
Мне совсем не улыбается здесь остаться. Некоторое время все было тихо. Потом послышался стук маленьких колес, и несколько голосов заговорили сразу. Где же другая лестница? Я принес только одну, другая убила. Тащи ее сюда, Билл. Поставьте их вон к этому углу. Нет, нужно сначала связать их, они слишком короткие. Ну вот, теперь хорошо. Иди сюда, Билл, держи вот эту веревку. А крыша выдержит? Смотрите, одна черепица шатается, берегите головы! Раздался страшный треск и грохот. Кто это сделал? Должно быть Билл. А кто полезет в трубу, ты? Ну уж нет, полезай сам. Не хочу и я. Пусть лезет Билл. Иди сюда, Билл. Твой господин велит тебе лезть в трубу. Значит, Билл спустится ко мне через трубу, подумала Алиса. Они, кажется, все взваливают на Билла. Не хотела бы я быть на его месте. Камин очень узок, но моя нога все-таки пролезет в него. Она просунула ногу в камин, насколько могла дальше. И когда что-то маленькое стало, царапаясь, спускаться в трубу, она подумала: «Это Билл!» и стукнула ногой. Сначала послышался шорох, а потом несколько голосов закричало сразу: «Вон, вылезает Билл!» Держи его, он упадет! Закричал белый кролик. Некоторое время все молчали, а потом снова заговорили сразу. «Поддерживай ему голову! Дай ему теперь немного коньяку!» Не задуши же его! Что с тобой, старина? Что такое случилось? Расскажи нам. Да, расскажи нам. Потом до Алисы донесся слабый дрожащий голос. «Это говорит Билл», — подумала она. «Я и сам не знаю, что». «Нет, довольно, благодарю вас. Теперь мне лучше, но я еще слишком взволнован, чтобы припомнить все. Знаю только, что вдруг поднялось ко мне снизу что-то огромное. Раздался страшный грохот, и я вылетел из трубы, как ракета». Да, совсем как ракета, старина! Закричали все. Придется поджечь дом, сказал кролик. Услыхав это, Алиса тотчас же закричала, насколько могла громче. «Если вы сделаете это, я напущу на вас Дину!» После ее слов наступила глубокая тишина. «Что же они придумают теперь?» — подумала Алиса. «Будь они поумнее, они разобрали бы крышу». Через минуту снова послышался шум около домика, и кролик сказал: «Одной тачки, полагаю, будет достаточно». «Одной тачки с чем?» — подумала Алиса. Она очень скоро узнала это. Град маленьких камешков посыпался к ней в окно, и некоторые из них попали ей в лицо. «Нужно остановить их!» — подумала она и крикнула: «Не советую вам повторять сделанное!» После этого снова наступила мертвая тишина. Алиса с удивлением увидела, что попавшие в комнату камешки превратились в пирожки. «Попробую съесть пирожок», — подумала она. «Наверное, от этого изменится мой рост. А так как больше я сделаться не могу, то значит стану меньше». Она съела пирожок и с радостью заметила, что действительно сделалась меньше. Когда рост ее уменьшился настолько, что ей уже можно было пройти в дверь, она выбежала из домика и увидела целую толпу животных и птиц, собравшихся под окном. Бедный Билл, маленькая ящерица, лежал посредине. Две морские свинки поддерживали его и давали ему что-то пить из бутылки. Как только Алиса показалась, все бросились к ней, но она убежала от них и скоро очутилась в густом лесу. «Прежде всего, — подумала Алиса, идя по лесу, — мне нужно сделаться побольше, такой же, как я была дома, а потом найти дорогу в чудный сад. Думаю, что это, пожалуй, лучший план действий». План был на самом деле очень хорош и весьма ловко задуман. Единственное затруднение состояло в том, что Алиса положительно не знала,
как привести его в исполнение. В то время, как она тревожно бродила между деревьями, отыскивая дорогу, у нее над головой раздался отрывистый лай, и она с испугом подняла глаза. Огромный щенок, сидя на ветке, глядел на нее большими круглыми глазами и протягивал лапу, стараясь ее тронуть. «Бедная крошка!» — сказала Алиса как можно ласковее и хотела свистнуть, но не могла. Она ужасно боялась, что собака голодна и, пожалуй, вздумает съесть ее, несмотря на все ее задабривания. Сама не зная зачем, она подняла маленькую веточку и протянула ее щенку. Тот взвизгнул от радости, соскочил на землю и бросился к Алисе, делая вид, как будто хочет разорвать веточку на кусочки. Алиса, боясь попасть собаке под ноги, спряталась за высокий чертополох. Но когда она выглянула с другой стороны чертополоха, щенок снова кинулся на веточку и перекувыркнулся, спеша поскорее схватить ее. Алиса, отлично сознавая, что ей при теперешнем ее росте игра со щенком равнялась бы игре с упряжной лошадью, и в ужасе, что щенок может затоптать ее лапами, опять спряталась за чертополохом. А щенок, громко лая, то кидался к нему, то отпрыгивал от него. Наконец он сел довольно далеко от Алисы и, высунув язык, тяжело дыша, прикрыл свои огромные глаза. Алиса решила воспользоваться удобным случаем. Она побежала со всех ног от щенка и не останавливалась до тех пор, пока не выбилась из сил. Теперь лай собаки чуть слышно доносился издали. «А все-таки миленький был этот щеночек», — сказала Алиса, прислонившись к цветку и обмахиваясь листочком. «Я с удовольствием выучила бы его разным шуткам, не будь я такая маленькая. Ах, я и забыла, что мне нужно прежде всего вырасти. Как же это сделать? Должно быть, мне нужно съесть или выпить чего-нибудь. Но чего? Вот в чем вопрос». Да, вопрос этот очень важный. И Алиса посмотрела кругом на траву и на цветы, но не могла решить, что ей нужно съесть или выпить, чтобы вырасти. Около нее рос большой гриб величиной с нее. Поглядев на него снизу и с боков, Алиса захотела поглядеть на него и сверху, через грибную шляпку. Она встала на цыпочки и, подняв голову, встретилась глазами с большой голубой гусеницей, которая сидела на грибе и, сложив передние лапки, спокойно курила из длинного кальяна, не обращая на Алису ни малейшего внимания.